Пульт G10 Pro. Именно Pro, я его называю, конечно же, громко Evolution, на канале Технозон. Поехали. Вот такой вот пультик G10 Pro получили мы буквально недавно. Был он у нас на распаковке Китая, и многие его видели. Внутри у нас больше ничего нет, есть инструкция. Инструкция нам нужна, инструкция важна на китайском языке. Сильно она нам важна. Если вы помните, когда-то у меня был обзор аэромыши пульта G10S. И это по сути тот же самый пульт, только с белыми кнопками, с подсветкой, с гироскопом, о чем говорит наклейка сзади этого пульта. А все на том же донгле. И вы знаете, на тот момент очень многим не хватало именно теснения на этих самых кнопках. И говорили, что данный пульт не заслуживает внимания, потому что нет теснения. Очень тяжело с ним работать. Я, кстати, вставляю сразу же батарейки. Здесь две батарейки 3A. Это то, с чем он работает, то, от чего он работает. И говорили, тяжело использовать ночью. Нет гравировки, нет теснения, нет ничего хорошего. Но на самом деле ребятки исправили. Он сейчас с подсветкой. Посмотрим с вами на подсветку. Сейчас проявится мой хромакей. Вот как он светится в темноте. То есть вот это вот очень круто сейчас работает. И это удобно. Мало того, они сделали выпуклые кнопки. Сделали такую себе гравировочку неплохую. Мне нравится. Кроме верхних кнопок. Нет, здесь тоже есть гравировка. То есть даже в ночное время суток вы спокойно пальцами можете нащупать, что это за кнопка, какая из них за что отвечает. И вот этот пульт, он был удобен. Он был удобен мне, он был удобен многим моим подписчикам. Единственное, что раздражало, это действительно, когда его ложишь на плоскую поверхность, типа стола, вот мы возьмем жесткий диск, когда он ложился, он раскачивался и раскачивалась мышка. Это так и не исправили. То есть есть у него такой минус, поэтому приходилось его ложить вот таким вот образом. Это не совсем удобно, но это работает. Что мы имеем? Мы имеем донгл 2.4, мы его включаем в нашу приставочку. Сейчас мы это все попробуем на Yugus AM6 Plus на прошивке Android TV от SAS-Vlad. Воткнулись. У нас загорелся белый огонек сверху, который показывает, что он законнектился. Перед тем, как мы перейдем к обзору самого пульта, мы с вами разберем, какие кнопочки у него есть. У него есть кнопка питания, есть микрофон, есть кнопка Play Pause, очень удобная кнопка, есть включение-выключение курсора мыши, есть навигационное кольцо выпуклое, кнопка назад совмещена с кнопкой домик, то есть при зажатии ее и удержании это будет кнопка домик. Плюс у нас есть кнопка сабменю, которая также работает и кнопкой подсветки, при зажатии которую включается либо выключается подсветка, при нажатии на которую. Есть Page Up, Page Down, есть Volume Up, Volume Down, и есть отключение звука, и есть кнопка Del. Все. Также есть кнопка голосового поиска. Достался он нам за $8 27 центов на Алиэкспрессе. Магазин проверенный. Также вы здесь можете купить обыкновенный G10. Он стоит $7 63 цента. И есть без гироскопа, просто с голосом пульт. Но я вам скажу, что вот это самый оптимальный вариант. При этом сэкономить $1, даже меньше доллара, и получить подсветку кнопок, очень даже хорошее решение. Ну, здесь у нас смотреть абсолютно не на что. Достаточно качественный пульт, показывает какие-то платы и показывает, под чем этот пульт Pro отличается от других подделок, как они это заявляются. Ну да ладно. Ссылка на этого проверенного продавца лежит в описании под видео. Ну а также под видео есть кнопка подписаться и колокольчик, если вы этого еще не сделали. Нажимайте подписаться и колокольчик, потому что очень много всего интересного. А также под видео лежат ссылки, вернее одна ссылка на условия с очередным розыгрышем, который проходит у нас на канале. Но сейчас мы берем этот пульт и переходим к самому обзору этого пульта. Поехали. Для начала мы с вами проверим стандартные кнопки. И стандартные кнопки у нас работают. Это у нас кнопки навигации. У нас, кстати, приставка только включена, только из прошивки. Проверяем кнопку назад, заходим в приложение, заходим еще в Google Play, нажимаем назад, он выходит в меню и выходит обратно в меню. Если мы зайдем еще раз в Google Play, зажмем домик, то он должен выйти в главное меню. Есть, это у нас работает. Теперь Page Up, Page Down сейчас проверим в другом месте. Volume Up, Volume Down работает. Указатель мыши работает. Здесь гироскоп. Android TV от SAS-Vlad реагирует на это дело. При этом при включенном режиме мыши у нас срабатывает кнопка назад. Зачастую на некоторых пультах это не работает. В частности, у нас было пару обзоров, где приходилось отключать режим мыши для того, чтобы срабатывала кнопка назад на Android TV. Голосовой поиск.
Раз, два, три, раз, два, три. Работает без зажатия кнопки, то есть вы просто нажали, сказали раз, два, три, ну любую фразу какую, не надо меня повторять. Раз, два, три, попочка от круга появляется всегда. Голосовой поиск работает, отлично работает. Теперь play pause нам нужно проверить. Запустим YouTube, проверим в YouTube голосовой поиск. Технозон. Все работает, и запустим какой-нибудь мой ролик, для того, чтобы правообладатели не свирепствовали. Нажимаем play, нажимаем pause, очень хороший отклик, очень хорошо работает. Это действительно, вы знаете, сделали эволюция этого всего дела. Почему? Потому что G10 он был хорош, но очень много не хватало теснения хорошего, не хватало подсветки. Здесь эту всю проблему решили. Ох, давайте же попробуем еще page up, page down, насколько мы сможем это все дело симулировать в данном контексте, потому что у нас сейчас ничего не установлено. Да, page up, page down работает. Ой, зайдем обратно в приложение. Page down, page up, page down. Все работает. У нас по факту работают все 100% кнопок. Кнопка delete вообще, я считаю, лишняя, потому что она здесь просто-напросто не нужна. Давайте попробуем сделать вот так вот и нажать кнопку delete, она тоже срабатывает. Мы забыли про один важный момент. У него кнопка питания, она инфракрасно обучаемая. Это классно, потому что мы можем запрограммировать сюда, например, кнопку включения-выключения вашего телевизора. Для того, чтобы ее обучить, нужно нажать на кнопку Power. Он начал моргать быстрее. Нажимаем на кнопку Power другого пульта. Он считал, проморгал 3 раза быстрым огоньком. И все, он запрограммировал. Кстати, у нас выключился наш ТВ-бокс. Ну и, кстати, для того, чтобы удалить это все дело, для того, чтобы вам не нужен код, и хотите, чтобы у вас эта кнопка работала, если она совместима с вашим ТВ-боксом, например, как с Yubus M6, то зажимаем ОК и Delete, держим, и у вас стирается этот код из памяти. Также вы здесь можете менять скорость движения вашего курсора, ОК и Volume Up, либо Volume Down. Ребят, готов сразу прорезюмировать, пульт получился отменный. Вот просто отменный. То, чего не хватало в простом G10, не хватало подсветки, не хватало очень много различных маленьких плюшек типа хорошей гравировки, здесь вот этой выпуклой, здесь все это есть. И мы действительно рекомендуем данный пульт к приобретению. Хорошо работающий голос, аэромышь, при этом для того, чтобы выйти назад, не нужно выходить из режима аэромыши. Это действительно есть плюсы данного устройства. Единственный минус, который у него есть, это то, что когда вы ложите его спинкой, скажем так, или задницей, или чем, что у пульта сзади, задница или спина. Короче, ложите на стол, и он раскачивается, у вас качается курсор мыши, поэтому приходится ложить на резиновую, благо кнопки резиновые, на резиновую основу просто на стол. Но, а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.